Привет, друзья! Сегодня приготовим один из самых известных салатов Болгарии – шопский салат. По одной из версий, его история начинается с этнической группы, которая живет в Болгарии под названием шопов, а в другой – его история связана с национальным флаг Болгарии – белый, зеленый и красный. И неважно, какая из версий более правдоподобная, я вам так скажу, что никакое застолье в Болгарии не начинается без данного салата. Он делается совершенно легко, но в данном видео я хочу приготовить две версии салата. Одна дешевая, а другая дорогая. И хочу вам показать, как одни и те же продукты могут стоить по-разному. Поэтому, если вам это интересно, ставьте лайки. И как всегда, следите за руками, а мы поехали готовить чудеса. Начинаем с первой версии, дешевой. Для нее я подобрала вот такой салатник. И сейчас нам нужно взять один огурец и его разрезать вот так продольно. После этого нам нужно его разрезать еще на две части. Нам нужно нарезать на небольшими кубиками. Ну, вот так. Отправляем в нашу салатницу. Вот какие у нас кубики получились. Теперь мы переходим к нашего перчика. В Болгарии очень любят салаты с красного перца. Он сладковатый и добавляет изюминку в нашего салата. Поэтому нам нужно его разрезать продольно тоже. И очистить его от семечек. Вот как выглядит перчик вычищенный. Теперь нам нужно его вот так тоже на две части разрезать. И тоже вот так его нарезать. Приблизительно такой же по форме, как нашего огурчика. Теперь мы добавляем помидорки. В Болгарии чаще всего берут помидорки обычные, розовые, сочные. Но у меня есть черри, поэтому я буду добавлять черри. Черри мы разрезаем просто пополам. Закончили с помидором, и на ход пришел наш лук. В Болгарии в дешевую версию используется обычный репчатый лук. И нам нужно его нарезать на кубиками. И вот такими кубиками мы это все нарезаем. Теперь нам нужно его заправить. Заправляем мы его с оливковым маслом. Как я заправляю? Всегда я заправляю на глаз. Но по своего опыта я уже привыкла и какой-то такой схеме имею. Я беру маслечко и вот делаю два кружочка. Раз, два. И в Болгарии добавляют яблочный уксус. У них нету вот этот белый уксус дистиллированный, или как он там называется. Ну, они очень любят именно вот такой яблочный уксус, обувенный. И добавляем тоже вот так, один кружочек. Все. И для вкуса мы добавляем соль. Ну куда же без нее? Но здесь главное, чтобы мы ее добавляем чуть-чуть, потому что у нас есть брынза. Это болгарский сыр, который достаточно соленый. Вот так просто чуть-чуть добавляем. Все это мы размешиваем вот так, с руками. Как моя мама говорила, всегда с руками вкуснее. И теперь нам нужно брынзу нарезать сверху. Вид вот такой горкой. Наш салат практически готов. Вот как он выглядит. И по традиции, я не знаю почему, но думаю, как-то это связано с того, что используется оливковое масло для заправки. Вот так в серединке ставят одну маслинку. И вот такая версия вы получите где-то 80% в ресторанах в Болгарии. Теперь мы займемся с люксовой версией. Для нашей дорогой версии я выбрала вот такую тарелку. Все тарелки, которые имеют края не как вот здесь, знаете, типа ровные, а более вот так вытянутые в сторону, это считается более дорогие тарелки. Поэтому я, собственно, ее и выбрала. Теперь мы берем у нас огурчик, и мы его не нарезаем как бы в нашу первую версию. Мы берем вот такая
терка, мандолин называется. И нам нужно нарезать наши огурчики тоненько и финно через мандолину. Вот какие у нас колечки получились. Вот какие они по толщине. Теперь мы это все отправляем в нашу салатницу. Для этого салата я не буду использовать белый лук, а я возьму красный. Поэтому более красиво, мне кажется. И он менее агрессивнее. Теперь мы мандолины на самый верх, чтобы у нас получились очень тоненькие такие кольца. И начинаем тоже вот так все это нарезать. Вот какие у нас колечки получились, тоненькие. Теперь мы их отправляем к нашими огурчиками. И теперь нам нужно нарезать тоже помидорки пополам. Для этой версии мы тоже берем черри. Итак, мы нарезали наши помидорки. И сейчас нам нужно заняться с перчиком. Я не буду его нарезать, как мы его нарезали вот здесь. И через терку тоже. Нам нужно сначала его приготовить. Нам нужно его запечь. Я его поставлю на конфорке. Знаете, как бабушки так делали раньше. Мы его запечем, так, чтобы он получил, знаете, вот такой копчененький запах, который замечательно подойдет к этому салату. Я в это просто уверена, потому что в Болгарии именно вот такой перчик, когда запеченный, очень ценится. И после этого мы его будем нарезать и добавлять к салату. Наш перчик готов, поэтому мы выключаем плиту, берем его, посмотрите, какой он черненький. И теперь нам нужно быстренько вот так его завернуть во фольге. И нам нужно его оставить так, чтобы он чуть-чуть запарился. И потом вот эта верхняя кожица, мы просто его так быстренько уберем. А пока мы ждем, нам нужно подготовить наши оливки. Маслини точнее. Оливки это зеленые, маслини это черные. Я когда-то вам показывала, как нужно и как можно быстро убрать косточки. Если вы пропустили это видео, показываю и рассказываю еще раз. У меня маслины с косточками. Я люблю именно с косточками, потому что они менее соленые. Поэтому мы берем вот такой молоточек, чпонг, раз. И вот смотрите, у нас просто косточка отходит от наших маслин. Нам нужно где-то 10-15 вот такие маслины. То есть вы поняли, как это делается? Берем маслинку, чпонкаем и вот так убираем нашу косточку. Наши маслины уже готовы. Мы извлекли от них косточек. Теперь нам нужно их отправить на тарелку. Почему? Потому что я же говорила, что это будет дорогая версия данного салата. И нам нужно эти маслины превратить в пудру. Как это мы сделаем? Теперь маслины нам нужно отправить где-то на 2-2,5 часа при 100 градусах температуры. И тогда они засушатся, и мы сделаем из них пудру. Говорила, что это дорогая версия, а что вы думали? И спустя 2,5 часа у вас маслины превратятся в вот такое, даже я не знаю, как это назвать, как клешни, знаете, типа клешни рака. Они, слышите, они сухие. Теперь мы их отправим в чоппере, сделаем бжим-бжим и превратим их в пудру. А потом я вам покажу, что дальше делать. Наши маслины готовы. И посмотрите, насколько они прикольно смотрятся. Они смотрятся даже не как крошка, не как пудра, а как земля, как мокрая влажная земля. Это очень круто. А на вкус реально как маслина. Теперь мы возвращаемся к нашему салату. Перчик у нас уже простоял, он уже запарился. Я думаю, что пора уже снимать его верхняя часть. И нам удастся это сделать очень легко. Так, берем и вот так с ножиком, видите, как легко это все просто убираем. Теперь нам нужно его почистить. И теперь мы не будем нарезать перчик, как в первом виде салата. Будем нарезать на вот такие ленточки. Берем и вот так. Теперь мы нарезаем их вот так по диагонали. Хоп. Хоп. И отправляем в салатики.
И самое интересное, что мы будем заправлять наш салат по такой же начин, как и в первом виде, там, где у нас дешевая версия. Мы размешали салат, вот как он получился. И теперь настал час, когда мы будем добавлять нашу брынзу. Мы ее будем добавлять в этот случай через микроблендинг. Это вот такая милая терточка, которая очень финно она нарезает все продукты, которые мы через нее будем натирать. Поэтому берем кусочек брынзы и вот так мы начинаем этого все вот так красивенько натирать. Теперь берем ложку и нашу, я даже не знаю, маслиновую землю, скажем так. И вот так мы посыпаем вот таким образом сверху. И в середину мы ложим одну маслинку. Все, наши две версии готовы. Давайте мы их поближе оценим. Наши салаты готовы. И скажите, пожалуйста, какой из двух видов вам больше понравился? Если честно, мне очень нравятся оба, потому что это мое, скажем так, детство. А это моя, скажем так, более взрослая жизнь, которая типа начала разбираться чуть-чуть в продуктах, как они могут меняться. И давайте сейчас мы их попробуем. Мне очень интересен этот салат, потому что вот эта крошечка из маслин, это нечто очень интересное. Ну, пробуем. Ребята, это очень вкусно. Две причины, по которой это очень вкусно. Даже три. Чувствуется перец, который мы поджарили. Он добавляет очень интересный привкус. Лук. Но лук здесь, даже если мы взяли обычный репчатый, он после этот вид затерки, он становится менее агрессивнее. И здесь очень прикольно сыграла вот эта маслиновая земля. Это очень вкусно. И сейчас попробуем классическую версию. Ну, классика есть классика, без нее никуда просто, я в это уверена. Вкусно, свеженько. Классический шопский салат болгари, который вы найдете в любом заведении. Поэтому я жду на ваших комментариях, какой из двух представителей вам больше понравился. Этот представитель где-то в Болгарии будет стоить около 2-2,5, максимум 3 евро. Этот будет стоить где-то 8-10 евро, даже если не выше. Все зависит от ресторана. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!